Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать касательно опять-таки инженера из колонии. Будем говорить по поводу марша Хиггс. Осталось совсем их немножечко, так что, ребята, поднатужимся, и все будет хорошо. Но, я понимаю, инженеры это скучно, так что через примерно, может быть, полчасика выйдет новый видосик. Да, довольно интересно, думаю, вам понравится. Ну что ж, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали. Ну что ж, марша Хиггс, давай смотреть, что ты там хочешь. Смотрите сюда, спускаемся, вот она, а вот она. Вы узнали марш Хиггс от обитателя, то есть от двеллера. Поднимаемся вверх, вот наш инженер. Касательно него, видео на канале, естественно, имеется, как он открывается, что для этого нужно, как это все делается, и никаких проблем с этим у вас не будет. Естественно, по гайдику. Будет подсказочка, будет ссылочка, скорее всего, в начале видео, ну, в общем, вопрос решен. Дальше. Заходим сюда и смотрим. Вы можете воспользоваться услугами марша Хиггс, поскольку получили исследовательский ранг изыскатель или выше в Федерации пилотов. А вот давайте-ка теперь об этом поподробней. Ранги, еще раз ранги. Так вот, спускаемся вниз, и мы видим бесцелый, почти бесцелый разведчик-изыскатель, который таки нам и требуется. Спускаемся ниже и видим, нам нужно получить прибыль. Что это означает? Мы берем, собираем корабль, ставим на него подробный сканер поверхности и просто-напросто летим, куда глаза глядят. И все, подробненько сканируем, собираем данные. Конечно же, можно это сделать быстрее, используя, допустим, гайдик по поводу всего этого дела. Да, быстрая прокачка исследовательского ранга, вообще гайд по исследованиям, большой, обширный, там еще и экзобиолог затронут тему. В общем, все эти подсказочки, естественно, будут. Но это не совсем чтобы прям обязательно, потому что, как вы видите, за изыскателя нам нужно получить прибыль 1 миллион 140 тысяч. Это, в принципе, не так уж и много. Плюс ранг исследователя качается за счет миссий пассажироперевозки. То есть, если вы вдруг катали на Рабига, то у вас по-любому изыскатели выше. Так что вообще без каких-либо проблем. Но если будут, повторюсь, гайдик на эту тему имеется. Ну а если вы не хотите смотреть гайд, просто сканер поверхности, как я и говорил, FSS, DSS и вперед. Так вот, мы это все сделали, все окей, но это не все, что требуется для открытия инжа. Давайте-ка дальше пройдемся, то, что она хочет. Марша Хиггс, вы выполнили первоначальный контракт, предоставив 10 единиц осмия. А вот теперь давайте поговорим касательно этого дела, потому что есть свои, так сказать, подводные камни. И есть сложный путь, есть легкий путь. Вы можете, конечно же, его добыть. Давайте-ка прочитаем. Осмий ОС, атомный номер 76, температура плавления 3036 Кельвина. Очень твердый синий-белый металл. Но это все, конечно, очень интересно, но не имеет никакой пользы к нашей истории. Самое главное, не продается, но я бы поспорил. Осмий добывается в кольцах астероидов класса металлический и богатый металлом. Ну, тут, ребята, гайд касательно майнинга. Но если простым языком, подробный сканер поверхности, опять-таки, корабль, который у вас под майнинг и копать. Но прикол в том, что, ребята, это все будет происходить у вас в колонии, а заранее это дело подготовить и привезти несколько кораблей, дело такое, это будет дорого. На флотоносцы тоже дорого. Собрать корабль можно прямо в колонии, через ЕДБ искать различные его части и потихонечку собирать. Но есть, так сказать, другой вариант. Более простой, более изящный, более быстрый и дешевый. Превеликая Инара, если не знаете, как сделать ее на русском языке, то спускайтесь и ставите русский. Да, такие проблемы реально у ребят бывали. В общем, нам здесь нужны товары. Мы заходим в товары, видим то, что тут у нас предоставлено. Нам нужны теперь минералы, если не ошибаюсь. Или металлы. Вот наш осмий. Его же не купить. Да, его не купить на станции, но его можно купить на флотоносце. Ищем, вот, допустим, лучший импорт, это где продать, лучшие экспорты, где купить. Выбираем обычные экспорты, чтобы был просто огромный список. И пишем, кстати, можем осмий выбрать даже здесь, да. И пишем, где мы находимся, поскольку мы в колонии, мы напишем то, что мы в колонии. Пишем, выбираем, нажимаем поиск. Экспорты и видим расстояние, которое тут у нас предоставлено. То есть 22 световых года, 39 световых года, а дальше 15 тысяч, 21 и пошло-поехало в сторону пузыря. И как видите, тут у нас имеется 839 единиц по 450 тысяч, что немного, реально немного. Могли бы цену задрать и побольше, я думаю. Но вот есть 101 единица. И еще очень важный момент, прежде чем лететь, друзья, обратите внимание.
а когда это дело было обновлено. Вот, допустим, 37 минут и 5 часов. Я, естественно, полечу на 37 минут. Если видите, там 3 дня, 4 дня, 6 дней, это уже, возможно, так сказать, ну, неполная информация. Можете прилететь, а там будет гораздо меньше. Тут у нас показан наш волтоносец, на который нам нужно прилететь, и система, в которой он находится. Можно вот так скопировать, и все это дело просто-напросто поставить в навигационную систему нашего корабля. То есть мы сейчас просто-напросто берем, заходим сюда, но я думаю, вы это и так знаете, но на всякий случай я это продублирую. И просто ставите сюда, летите, прилетаете. Когда прилетаете, просто-напросто заходите в это меню и ищите данный флотоносец. Либо уже через карту системы они также отображаются. И вот таким образом ищите. Ничего совершенно сложного, ничего совершенно запарного. Ну что ж, когда вы все это уже сделали, давайте посмотрим, что вас будет ждать в плане гаек, улучшения инженера. Давайте-ка посмотрим, заходим в Watchtower. Система, естественно, ну, тир. У вас это будет отображено фиолетовым значком, но я думаю, это вы так знаете, на всякий случай дублирую инфу. Заходим, смотрим. История. Марша Хикс побывала в стольких исправительных учреждениях, что даже не все помнят. Однако смерть дочери во время нападения торгоидов заставила ее распрощаться с криминальным прошлым, начать новую жизнь в колонии. Хикс не любит контактировать с людьми, но к ней равно идут за ее инженерными талантами. Блин, вот судя по этой предыстории, было бы неплохо, если бы она могла бы инженерить оружие стражей. Ну да ладно. У нас тут что имеется? Орудия. Да, те самые большие дальнобойные орудия. У нас тут и эффективное, и вместительное, легкое, дальнобойное, усиленное, улучшенная скорострельность, бластер малого радиуса действия, прочное крепление. Естественно, обзор на эту пушку имеется, все это имеется, на экспериментальные эффекты тоже. Все это можете спокойно здесь делать. Хорошо. Дроны-заправщики, на секундочку. Что у нас тут есть? Облегченное прочее, то есть, ну, облегченный модуль. Далее усиленное, целостность повышена, и защищенная. Также целостность, но тут у нас потребление энергии повышается, тут у нас повышается масса. Ну да ладно. Устройство переработки, что очень странно, да, устройство переработки зачем-то нужно делать защищенным. Но, видимо, копать под обстрелами это круто. Ладно, окей. Многоствольное орудие также в 5 гаек. Все возможные гайки, которые есть, имеются экспериментальные эффекты также. Залповое орудие, пожалуйста. Дроны геологоразведки, дроны-взломщики, топливозаборник. Кстати, довольно интересно. И ничего что-то не показано, что очень странно. Давайте-ка зайдем сюда. А теперь показывает целостность. И увеличенное потребление энергии. Не рекомендую вообще. Учитывая то, что вы ставите обычно в исследователь максимальный класс, то жрать эта штука будет очень много. Идем дальше. Дроны-сборщики. Все. Ну, как бы, вроде бы приятно, вроде бы неплохо, но... Единственное, что здесь можно выделить, что вы будете использовать, это кинетические типы вооружения. Они представлены все. Орудия, многостволки, залповые. Но лететь все целенаправленно ради этого инженера я вам не рекомендую. Вам нужны другие предыдущие два, которые выходили за предыдущие 2 дня назад. То есть вчера и позавчера. Потому что это все вы можете сделать в собственной пузыре. А так, если вы переместитесь на ПМЖ, то да, это здесь очень сильно вам поможет. И еще все инженеры здесь очень близко от колонии. Там лететь буквально, ну, пару прыжков. Ну, смотря, конечно, какой фит. Так что, в принципе, друзья, флаг вам в руки, если вы будете переезжать. Но весь вообще движ, цели сообщества, ивенты и прочее находятся, к сожалению, в пузыре. И будут ли в дальнейшем игроки переезжать на долгую основу, честно, не знаю. Может быть, что-нибудь введут еще новое интересненькое сюда. Но, кстати, будут еще инженеры касательно комбезов, ну, костюмов и ручного вооружения. Но об этом уже тогда, когда выйдет 7-е обновление, ведется еще один инженер, и когда я соприлечу уже своим аккаунтом. Да. А у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous, друзья. И мы перешли отметку в 460 видео. Там уже, ну, ту сторону, в плюс. Зачем я это говорю? Чтобы вы понимали, сколько контента я вам завез и сколько всего разобрано. И это, друзья мои, еще не все, потому что Одиссея опять-таки и так далее. Также
Примерно 1/5 от всего этого дела я структурировал в плейлисты. Что это означает? Вас в описании ждет 21 плейлист. Обзоры кораблей, топы кораблей, вооружение, материалы, данные, стражи, ручное вооружение, комбезы те же самые, инженеры с Одиссеей, все, что связано с Одиссеей, еще там будет. И как собирать различные корабли под различные задачи, даже пиратский фит, ну и так далее. Там много всего, я даже уже и не вспомню. Плюс будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группу ВК, Discord сервер и Telegram-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно различных игр, искать себе компашку, чтобы поиграть хоть в кайску, хоть в дотку. Я вас не осуждаю, сам играю в довольно различные игры как по жанру, так и по сеттингу. Я думаю, вы это уже, ребята, заметили, да. И еще такой момент. Пишите, пожалуйста, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. И до встречи.